А у кого сегодня день рождения? У Сашки. Прими, Сашка, аплодисменты всех наших зрителей. Море оваций. Что это такое? Никто не понимает. Чупи, следи. Иначе, если Сашка там описюнькает балкон, убирать за ним не будем. Но они маленькие, не понимают. Мы поймали тебя. Рыбка наша золотая. Ой-ой. Ой-ой. Столько, наверное, у нас нет. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям подарок. Попали. А у кого сегодня день рождения? У Сашки. С днем рождения, симпатулька. С днем рождения, бусинка моя. Сашке сегодня день рождения, представляете? Ему целый 31 годик. Прими, Сашка, аплодисменты всех наших зрителей. Море оваций. Короче, ребятки, как вы поняли, мы включились не просто так, а для того, чтобы, во-первых, Сашка показала свой подарок от меня. И плюс мы еще решили отметить всякими вкусняшками и тоже решили показать вам усладу для глаз. Но это было сложно найти. Да. Расскажи, как мы... Мы только в третьей цукерне нашли. Мы планировали зайти в одну из двух, они обе были закрыты почему-то. Может, из-за того, что завтра праздник? Ну, блин, это не повод сегодня не работать. Они решили продлить себе выходные. Ну, короче, мы все равно не знаем, почему. Ладно, показывай подарочек. Давай. Ну, с этого. Давай. Первый подарок – это бокалы для пива. Как в стиле английской пинты. Класс. Смотрите. Ну, Сашка говорит, ему нравится. Конечно, все подарки мы выбирали вместе с Сашей, потому что у меня реально с этим проблемы, и я обычно выбираю немножко не то, что нравится Сашке. Так мы выбрали вместе. Ну, точнее, как вот, смотри, я тебе выбираю, они подарки прикольные, но все равно как-то, мне кажется, это немного не то, поэтому я выбрала такой подход, чтобы выбирать вместе. И такие, короче, два бокала. Один для меня, один для Сашки. Ну, я не пью пиво, но я могу пить колу, например, из такого бокала, правильно? Да. Например. Ну и еще подарок. А это с этим подарком вообще смешно было, потому что я говорю, Сашка, я точно знаю, что хочу тебе подарить, но знаю, что могу с этим прогадать. И, короче, скинула ссылки, что я планирую, и в итоге Сашка выбрал немножко другое для себя. Ну, ты же выбрала сам предмет, а я уже выбрала. Я выбрала предмет, кинула ссылку, что я хотела сказать, но Сашка выбрал другое, то, что ему подходит больше. Дай. Это же считается, ну это считается подарок, но не считается сюрприз. Поняли, ребятки? Сейчас вы поймете, что там. Итак, Сезам, откройся. Так. Что это такое? Никто не понимает. Это, ребята, подставка для ноутбука. Ну, она такая... Надежная, кондовая. Потому что, вот смотрите, вот стоит ноутбук на вот коробке из-под нашей щетки. Но это же не хорошо и не красиво. Поэтому у меня был вариант подарить Сашке подставку. Я, конечно, хотела немного другую, но Сашка сказал, ему это больше нравится. Она отка более надежная. Ну и не такая дорогая. По каким критериям ты выбирал? Ну, по этим двум. По этим двум Сашка выбрал. Как я и говорила. Она мне напоминает подставку под книги. Ну, помнишь, как это вот в детстве такая была? Блин, она мне так не нравилась, эта подставка под книги. Я книги просто не читала, ребят. И не училась. Как смешно. Ну, конечно, я училась. Не, ну это, наверное, высоко. Вот так вот ставить? А на самую? Не, ну еще выше. О! Ну, я буду довольно высоко. А, вот, ну настолько, он же не будет настолько, он упадет. Вот, ну, вот на такое. Угу. Ну попробуй. Потом, ладно, попробуешь, да. Поснимаешь. Все, ребятки, завтра у нас... А, подожди, не все. А вкусняшки-то я не показала. Да. Усладу для глаз. Значит, мы зашли. И первое, что мы взяли, когда увидели... Так, кстати, это не была не супер крутая цукерня. Мы все-таки другую немножко планировали. Ну ладно. Короче, вот такие 4 пирожных маленьких. Потом 2 вот таких пирожных.
как они называются, я уже не помню. Уже... Какие-то, да, бармалетки. Ну да. И тортик. Такой мы взяли тут 300 грамм. Мы хотели 200 такого и 200 другого, но она сказала, только половину может отрезать. Поэтому мы решили один с вишнями или... Не, наверное, черника. Черника, да. Какая-то творожная. Ну, выглядит это прикольно. Короче, ребятки, будем мы праздновать день рождения. И мне через полчаса на работу выгонять. Ну ничего, у нас завтра выходной. Да? Все, ребятки. Сегодня тот самый выходной четверга. Выходной четверга. Четверга выходного. Ребята, вы поняли. Выходной четверговый. Короче, ребята, мы встали рано утром. Капец, сколько всего успели. Убрали квартиру так по-быстрому. 2 раза с Чупи погуляли. Короче, дел мы сделали прям максимально много. И чем хотели показать? Организация стола Сашиного. Посмотрите просто, как офигенно смотрится подставка, которую Саша купил. Ой, ну, в смысле, Саше подарили. Ну, он ее, в принципе, и заказал, поэтому считается, что ты и купил, Сашка. Такой подарок, недоподарок. Развивать дальше не буду. Короче, мне кажется, очень классно смотрится стол. Сашка, ну ты прям реально короче, я себе оформил рабочее место полностью. Прям такой офис. Если тебя еще, да, если тебя еще изолировать от кухни как-нибудь. Ну, понимаете, Чупи там лежит рядом. Он как бы не может без Сашки, он всегда рядышком. Он даже, вот сегодня мы убирались, получается, мы в 2 разных углах были. Как вы думаете, с кем был Чупи? Ну, естественно, с этим дружочком, пирожочком, Сашкой. Он ко мне иногда так подойдет. А, ну тебе нормально? Я пожаловала к Сашке. И сидит такой, там что-то высматривает, ждал. Как, что он делал? Ждал? Да, просто смотрел. Он даже не заходил со мной на балкон. Просто смотрел, чтобы Сашка, не дай боже, что-нибудь на балконе плохое не сделал. Я ему сказала, Чупи, следи. Иначе, если Сашка там описюнькает балкон... Не могу просто... Убирать за ним не будем. Шутка, минутка, ребятки. Сашка, ты обиделся, что я так пошутила? Я уже знаю это все. Ну просто я уже так шутила не раз, да? На видео просто первый раз, ребятки. Ну, короче, показали. А сейчас у нас второе дело на сегодня. Балкон. Очень важно, да, балкон. Мы хотим изолировать балкон, потому что я сейчас вам покажу там такой промежуток. Сашка тут убирал балкон, просто так приятно зайти. Единственное, чего у нас нет, тут вот окна мы не помыли. Ну, вот так жалко, конечно. Но ничего страшного. Главное, зато мы, не мы, а Саша, тут все помыл, пол. И вот я говорила про это ограждение. Видите, какое оно широкое? И Чупи в него пролазит как нефиг нафиг. И мы всегда за ним следим, очень сильно следим, потому что, ну, страшно, что он может пролезть и вот туда на крышу. Как мы его потом доставать будем? Тут, конечно, ребятки, срач полный. Но, как вы понимаете, мы не курим, поэтому сделали это не мы. А вон там игрушки. О, посмотрите, сколько. Какие-то... Как это попс? Вот это нажимать, Саш, как она называется? Попыт. Видите, сколько игрушек? Дети, наверное, раскидали. Но они маленькие, не понимают. И вот столько, ой, боже, не буду больше показывать. Действительно грязно. Но, несмотря на все, у нас очень чистый двор. Постоянно за ним следят, убирают. Да. У нас каждый день убирают коридор. Посмотрите. Здравствуйте, мистер Пирожок. Ты будете еще просто стоять и следить? Не, пойду. Хватит, сладкий пирожочек, мой любимый, моя вота сладкая. Такой хороший у нас собака. Так, все, отвлечемся от Чупика. И... Ну вот сетка. Та самая сетка. Долго, что лучше. Потому что мы видели у соседей прям такие, знаете, цивильные. Есть такие бамбуковые, да. Есть просто вот как плотная ткань. Да. Но мы хотели недорогой вариант. Чтобы он остался прозрачным балкон. Потому что я не хочу выходить на балкон. И тут какая-то или серая, и не видно, получается, ничего. А тут же самый вот класс. Самое приятное на этом балконе, что он полностью прозрачный, как бы, да, и все видно. Поэтому, ребята, мы решили взять такую недорогую сетку. Я не помню, сколько, Саша, она стоит. Ой, вместе с доставкой и с креплениями 35 злотых. Ну, всего 35 злотых. Сама сетка вообще это...
Она для курей, для 20, кого-то. может, даже меньше 20. Чупи все там стоит. О, пошел. Чупи, я только про тебя что-нибудь говорю. А, ну его заинтересовало, что это там болтается без его ведома. Ну и, короче, мы сейчас все сделаем, мы вам покажем результат. И для чего мы это делаем? Понятно же, для Чупи, я уже сказала. И когда мы тут будем проводить время, либо открывать балкон, чтобы Чупи тут спокойно мог приходить. Но без нас он не придет, это 100%. Но даже если вот мы будем тут, что мы можем не волноваться, что он в эту дырку выскочит, да? Мы поймали тебя, рыбка наша золотая. Такой смешной. Ну и вот результат. Сетку почти не видно, что плюс. Но она вполне, я думаю, надежно будет защищать от всего, от чего нам нужно. 4 или нет, 5 сантиметров размер. То есть длина, ширина вот этих ячеек. Поэтому Чупи тут ничего не грозит, я думаю. Надеюсь, он грызть всякое интересное не будет. Особенно вот эти затяжки наши. А так, ну классно. И при этом не мешает обзорности. Идеальное решение, я считаю. Ой-ой. Ой-ой. Столько, наверное, у нас не было. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? О, мамочка. Даже Чупи в шоке. Даже Чупишек, сколько я их лепила? Часа 4, наверное. Да. А с подготовкой, конечно. Ребят, так подготовку я начала еще вчера. Да, лапки там торчали. Подготовку я еще вчера начала. Ну, ребята, это, конечно, много. Суши много времени занимает, но они того стоят. Чупи. А что еще много времени занимает? Это охота на пиво. Вы не Потому что представляете. вчера как раз, как будто мне в подарок Угу. в Лидле сделали акцию 4+4 на бутылочное пиво. Угу. Но там с Нюансниками. Угу. пришлось побегать, поискать, потому что не на все, но почти на все. Угу. И надо было смотреть, сравнивать с кодами в приложении, там нет ни поиска, ничего, просто вот листаешь огромный список, Вручную, там 200 ну. позиций, и сравниваешь номер или название ищешь. А потом еще на кассе оказывается, что Да, это не этого вбито в базу. Еще нету в приложении у Ну меня. да. Мы, ну, полный геморрой, Короче, я ребят. могу показать, конечно. Да. 16 штук я взял, короче, за 2 подхода. Я, конечно же, не выбирал, как многие, там, просто какой-нибудь Хайникен. Я охотился на крафт. Потому что за полцены, это все куплено за полцены. На 16 бутылок я потратил в районе 70 злотых. Ну, это просто подарок судьбы. Этого нам пару месяцев хватит. Ну, как минимум на 1,5, я думаю. Есть несколько повторяющихся, но так пришлось, потому что на кассе были проблемы. Ну, реально хватит надолго, потому что, как многие знают, Оля вообще не пьет ничего, потому это все мне. Да. И чай иногда. Чай, кстати, вот что мы заказывали. Ну, среднячок. Они очень ароматизированные, но на вкус слабые. И, ну, их на 2-3 заваривания хватает, и все. Хотя вот даже обычные магазины, вот Big Active, например, намного дольше держится, и нам больше нравится даже по вкусу. Короче, что за хербата, больше не будем повторять. И насчет пива. Короче, ну, каждое пиво где-то, если так считать, то в районе $1 обошлось, а стоило по 2. Я выбирал еще и по рейтингу, и по своим интересам. Короче, был очень счастлив. Мы были в магазине, ребят, реально, мы долго стояли возле этих полок. Потому что приходилось, на кассе проблемы вот были, и пробивали как другое пиво, и в итоге пробили как другое, а оно типа не участвует в этой акции. То ли... Хотя мы нашли, что оно участвует. Ну, то, что мы брали, оно все точно участвует. Но в итоге мне пришлось отказаться от нескольких видов, которые мне было интересно, ради того, чтобы хотя бы купить остальное. Поэтому пришлось взять несколько повторных, которые мне не очень интересны, ну ладно. Ну, ты уже вчера одно попробовал, вкусно было? Да, но вчера я еще допивал старые запасы, а вот сегодня начну пробовать уже новенькое. Честно, у нас такой первый раз, когда вижу столько пива. Реально прям батарея. Если будет еще такая акция, я тоже Я еще пойду. куплю столько же. Да, ну это за полцены крафт купить, это вот так. Прям подарок. Попали.